В это время мы пытались связаться с грузинским руководством. Все отказались от контактов с нами. В 0 часов 45 минут 8 числа Круашвили это еще раз повторил. 5 часов 20 минут танковые колонны грузинских войск начали атаковать Цхинвали. А перед этим был нанесен массированный удар из систем «Град». И у нас начались потери среди личного состава. В это время я, как вы знаете, находился в Пекине и имел возможность на коротке переговорить с президентом Соединенных Штатов. Я ему прямо сказал о том, что нам не удается связаться с грузинским руководством, но один из руководителей вооруженных сил Грузии объявил о том, что они начали войну с Южной Осетией. Джош ответил мне, что, я уже об этом говорил публично, что войны никто не хочет. Мы надеялись, что администрация США вмешается в этот конфликт и остановит агрессивные действия грузинского руководства. Ничего подобного не произошло. Уже в 12 часов по местному времени подразделения вооруженных сил Грузии захватили миротворческий городок на юге Цхинвали. Он так называется Южный. И наши военнослужащие вынуждены были, там перевес был 1 к 6 со стороны Грузии, вынуждены были дойти к центру города. И потом у наших миротворцев не было тяжелого вооружения. А то, что было уничтожено первыми артиллерийскими ударами. При одном из первых ударов у нас погибло сразу 10 человек. Началась атака на северный городок миротворческих сил. Вот я вам зачитываю сводку Генерального штаба. По состоянию на 12 часов 30 минут батальон миротворческих сил Российской Федерации, дислоцированный на севере города, отбил 5 атак и продолжал вести бой. В это же время грузинская авиация нанесла бомбовые удары по городу Джава, который находился находился вне боевых действий, в центре Южной Осетии. Кто на кого напал? Мы ни на кого не собираемся нападать и ни с кем не собираемся воевать. Я, будучи президентом 8 лет, часто слышал один и тот же вопрос. Какое место отводит сама для себя Россия в мире? Где она себя видит? Каково ее место? Мы миролюбивое государство и хотим сотрудничать со всеми нашими соседями и со всеми нашими партнерами. Но если кто-то считает, что можно прийти и убивать нас, и что наше место на кладбище, то эти люди должны задуматься о последствиях такой политики для самих себя. Вы всегда поддерживали тесные личные отношения с президентом Соединенных Штатов. Считаете ли вы то, что он не смог сдержать Грузию от нападения, что это нанесло ущерб вашим отношениям? Это, конечно, нанесло ущерб нашим отношениям, межгосударственным прежде всего. Но дело не только в том, что администрация США не смогла сдержать грузинское руководство от этой преступной акции. Американская сторона фактически вооружила и обучила грузинскую армию. Зачем долгие годы вести тяжелые переговоры и искать сложные компромиссные решения в межэтнических конфликтах? Легче вооружить одну из сторон и толкнуть ее на убийство другой стороны. И дело сделано. Казалось бы, такое легкое решение. На самом деле, оказывается, что это не всегда так. Но у меня есть и другие соображения. То, что я сейчас скажу, это предположение, только предположение. И в них еще нужно разбираться как следует. Но мне кажется, что есть о чем подумать. Даже во времена Холодной войны, жесткого противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов, мы всегда избегали прямого столкновения между нашими гражданскими, либо тем более военными военнослужащими. У нас есть серьезное основание полагать, что прямо в зоне боевых действий находились граждане Соединенных Штатов. И если это так, если это подтвердится, это очень плохо. Это очень опасно, и это ошибочная политика. Но если это так, то данные события могут иметь и внутриполитическое американское измерение. Если мои догадки подтвердятся, то тогда возникают подозрения, что кто-то в Соединенных Штатах специально создал этот конфликт с целью обострить ситуацию и создать преимущество в конкурентной борьбе для одного из кандидатов в борьбе за пост президента Соединенных Штатов. И если это так, то это не что иное, как использование так называемого административного ресурса во внутриполитической борьбе, причем в самом плохом, в кровавом его издании.
Но это довольно-таки серьезное обвинение. Хотел бы уточнить, вы считаете, что какие-то лица Соединенных Штатов оперативных действительно спровоцировали этот конфликт для того, чтобы какой-то из кандидатов в президенты получил выигрышную позицию с точки зрения дебатов, набрал очки. И если вы действительно высказываете такое предположение, какие у вас есть доказательства? Я вам сказал, что если подтвердятся факты присутствия американских граждан в зоне боевых действий, это означает только одно, что они там могли находиться только по прямому указанию своего руководства. А если это так, то значит в зоне боевых действий находятся американские граждане, исполняющие свой служебный долг. Они могут это делать только по приказу своего начальства, а не по собственной инициативе. Простые специалисты, даже если они обучают военному делу, должны это делать не в зоне боевых действий, а на полигонах, учебных центрах. Повторяю, это требует еще дополнительного подтверждения. Я вам говорю это со слов наших военных. Конечно, я у них еще запрошу дополнительный материал. Чего вас удивляет мое предположение? Я не понимаю. На Ближнем Востоке проблемы, там не удается добиться примирения. В Афганистане лучше не становится. Более того, талибы перешли в осеннее наступление. Десятками убивают натовских военнослужащих. В Ираке после эйфории первых побед одни проблемы и жертвы уже достигли свыше 4000. В экономике проблемы, мы знаем это хорошо, с финансами проблемы, ипотечный кризис. Мы сами за это беспокоимся и хотим, чтобы быстрее он закончился, но он есть. Нужна маленькая победоносная война. А если не получилось, то можно переложить на нас вину, сделать из нас образ врага и на фоне такого ура-патриотизма опять сплотить страну вокруг определенных политических сил. Меня удивляет, что вас удивляет то, что я говорю. Это же лежит на поверхности на самом деле. Ну, во всяком случае, то, что говорите, представляется в известной смысле несколько надуманным. Во всяком случае, во время конфликта я был в том регионе, был в Грузии, и я слышал множество слухов, которые тогда циркулировали. В частности, утверждалось, что некоторые американские военнослужащие были захвачены в районе боевых действий. Соответствует ли это действительности? У меня нет таких данных. Думаю, что это не соответствует действительности. Но, повторяю, я запрошу наших военных дополнительные сведения, подтверждающие присутствие американских граждан в зоне конфликта, в ходе боевых действий. Ну, давайте вернемся к дипломатическим последствиям произошедшего. Сейчас многие говорят во многих странах говорят о необходимости принятия мер, включая возможное исключение России из восьмерки наиболее развитых, промышленно развитых стран.